Друзья мои, всем привет! Очередной полив и очередные удивления. Весна в этом году была прохладной очень, и есть некоторые побочные явления на наших орхидеях, ну, в частности, на фаленопсисах. Я их сегодня обнаружила и хочу с вами поделиться. Вот, хожу уже, снимаю цветочки со цветашек. Вот, видите, как это происходит у нас. И обнаруживаю вот такие вещи. Посмотрите, на цветоносе разбужена масса почек новых. И готовится новое цветение. То есть еще даже зимний цветонос, осенний-зимний, не отцвел. Еще вот он только-только прекращает. И смотрите, вот на этом цветоносе у Сан-Франциско, это орхидея Сан-Франциско, моя любимка. Смотрите, вот одна почка разбужена, вот вторая. Причем еще при прошлом поливе я как-то не обратила на это внимания, вероятно, этого не было. Вот здесь его второй цветонос, и тоже, смотрите, вот почка, то есть вот идет цветонос, ответвление от цветоноса. То есть надо будет, когда отцветет, вот так просто пообрезать до этой почки и ждать летнее цветение уже на ответвлениях. Не знаю, дал ли он, именно Сан-Франциско, дал ли он новый цветонос, но я бы, конечно, ему этого не желала, чтобы он это делал. Нет, корни идут. Он у меня, смотрите, какой красавец. Я вам показывала его корневую. Мощная орхидея, конечно, что и говорить, девчонки. Корневая загляденье. Там болтыхается водичка внизу. Он пьет. Пить любит, потому что у него всегда охапки цветов. Вы думаете, только про него я вам такое расскажу? Нет, нет, смотрите. Вот биглип мелодия. Я вам его часто показываю. И вот смотрите, на цветоносе будем считать, сколько почек разбужено. Вот, смотрите, одна, вторая, третья. Так, как бы вам так показать, чтобы было понятно. Ну вот, видите, вот почка разбужена, вторая и третья. Я вот смотрю на это все, сколько уже цветочков упало. Осталась дорощенная шапочка из цветущих, и вдруг вот так, посмотрите, ну это здорово, это, наверное, если разовьется, это должно быть пышнее и красивее, чем было в зимнем цветении, хотя зимнее цветение тоже было сказочное, вот шапка цветов. И вот его второй цветонос в окно смотрит, дорастил пару цветочков, и смотрите, еще одна почка на втором цветоносе, одна вроде. Я удивлена. Вы думаете, отстает сердце дракона, Лека Фантастик? Нет. Начинаю рассматривать его цветоносы, которые отцветают. Я говорю, я просто хожу, собираю от цветашки, они падают, я собираю, где-то обрезаю. И тут случайно посмотрела и увидела, что они не собираются засыпать. То есть, ну, как бы не засыпать, а к вегетации переходить. Они продолжают цвести. Вот смотрю, у Лека тоже почка, смотрите, тоже живая почка. И, по-моему, у него даже, помимо всего этого, смотрите, что творится здесь. Один цветонос, второй цветонос. Это какое-то сумасшествие. Я вообще такого не припомню. Вот, смотрите, да, здесь, здесь. Я думаю, что в следующий полив надо будет помогать. Помогать удобрениям, содержащим, наверное, сбалансированную формулу. У меня есть там 30-30-30, потому что здесь не поймешь. Как бы запущено цветение, есть рост корней, есть рост листьев. Если дать просто азот, ну иди знай, что может быть с этим цветением, да? Хотя цветоносам тоже нужен азот для роста. Для формирования бутонов нужны другие элементы, фосфор и калий. В общем, капец. Так, вы думаете, это все? Нет. Так, скажу отдельное слово про Наташу. Вот Наташа никогда не отличается такими подвигами. Вот она у меня доцветает здесь. Остался один цветочек, уже выгорел, но у нее появился бутон.
такая вот красота, и появляются новые корни. Но она особенная дама, в отличие от голландских наших таких сортов, ну я бы не сказала будничных и простых, но более сговорчивых. Это, конечно, дама с такой родословной, в которой присутствует гигантея и прочие товарищи, которые тяжело на такие, в общем, они на такие подвиги не способны. Так, она у меня развернулась, непонятно в какую сторону, болтается здесь на подвесе. Так, кто еще у меня удивил сегодня? Кто меня еще удивил? Этого я вам, красавца, показала. Значит, вот этот доцветает, красавчик. Афра. Красавица Афра, не красавчик, а красавица Афра. У нее активный кончик цветоноса. И я вам скажу, что я обнаружила у нее еще один цветонос. То есть она тоже подверглась влиянию вот этого прохладного воздуха, прохладной температуры, которая была вот в мае у нас. Смотрите, кто у нас тут еще. Моя реанимация, которая уже хорошо пошла в рост, корни растит, все нормально. Это моя каменная роза, которая любительница поцвести. Она тут у меня немножко покапризничала, видите, лист отсушила прямо из середины, но дала новый. Он немножко вот такой вот, не совсем красивый, но сейчас у нее все налаживается, жизнь налаживается, корни новые растут от шеи. И смотрите, она тоже подверглась панике. И тоже, смотрите, выдает цветонос. Сначала я подумала, что это детка. Думаю, ладно, но мне кажется, что это все-таки цветонос. И вот, смотрите, пимпочка, носик. Носик нового корня торчит. И здесь корень. В общем, удивительно. Даже вот реанимашка вот такая вот пропадашка тоже туда же. Как вы понимаете, очень интересное явление происходит. Так, здесь на Joyride я такое явление не наблюдаю, по-моему, но я еще внимательно не смотрела. Он растит корни, лист отсушивает, старый, присталый. Это уже очень старая, древняя посадка у него. Вообще он цвел неплохо, на 2 цветоноса. Тоже корней немало, но уже он требует переселения. Видите, у него уже корни растут в разные стороны. Надо будет его летом выбрать время, чтобы его отсюда достать и как-то пересадить. Может быть, даже какую-то часть корней, хотя вроде корни неплохие. Возможно, какую-то часть корней убрать, как бы обновить его и посадить его опять в такую же систему. Ну, посмотрим. Пока пускай посидит. Но вот видите, какие уже корни на воздухе. Ну, эпифит, они так тоже любят. Но он вроде как ничего. Так, его соседи. Его соседи желтый шоколад. Любимчик мой с одним цветочком. Я вам показываю, остался еще пока. Ну вот у него здесь почечка. Смотрите, он тоже там что-то вот тоже хочет. 2 почечки тоже будет. Может быть, потянет еще цветение летнее. И смотрите, у него даже здесь тоже летний цветоносик идет. На перепаде появился. Эти ответвления давно, но они не развиваются. Хотя все может быть. Если процесс запущен, все может быть. Девочки меня там писали, спрашивали насчет шоколада. Говорит, ой, он такой маленький. Стандартики маленькие. А купили пилориков и пишут, а что ж там будет за размер у пилорика? Девочки, ну вообще у пилорика обычно цветочек, у любого пилора всегда меньше цветок за счет вот этих вот бабочки меньше по размеру, за счет защипов, вот они же забирают в размере. И вот эти все сами пилоры, они тоже меньше. Но это нормально, Так, это я уже пополивала и вам рассказываю.
Но мне он нравится, потому что у него, когда хорошая такая гроздь, то он пахнет и мелкий. Мне не мешает, что он мелкий. Мне нравится. Есть орхидеи мелкоцветковые, есть крупноцветковые. Но они же разные. Так, что тут у нас? Продолжает цвести красота Sunset Love. Вот он какой красивый на солнышке, с веснушками, симпатичный. У него здесь тоже, смотрите, две почечки разбужены. Но не могу утверждать, что они разбужены именно сейчас на перепаде. Возможно, это еще изначально. Мне кажется, что он изначально их разбудил. На этом цветоносе тоже. У него два цветоноса. Но возможно, что он их просто заморозил, как бы. Попозже он их разовьет. Посмотрим. Ну, цветочки уже тоже, видите, все уже. Начинается отцветание. Тут была неразвитая петалия, по-моему. Да, петалия, вот она присохла. Ну, такой вот красавчик. Вот и бутончик, который раскрылся недавно, один из последних дорощенных, он такой более яркий. Вообще он тоже с ароматом. Ну, на солнышке только ароматит. А сейчас уже меньше слышно, потому что он отцветать уже начинает. Но красивый. Поначалу он классно ароматил. Мне нравится, что он у меня стал такой бодренький, красивенький. Так, и вот смотрите, кто у меня еще порадовал и удивил. Это Дасти Белль моя. Она же вообще такая умница, такая молодец. Цвела прекрасно. Отцвела, я обрезала ей цветонос. И смотрите, она не успокоилась тоже. Я вам уже показывала, ребят. Вот, видите цветонос? Она пробила лист. Вот, испортила лист и гонит цветонос сюда наверх. Он вышел ниже пазухой. Я, конечно, не люблю такие вещи, потому что терять лист... Видите, она пробила его. Так, а ну давайте я другую сторону вам покажу. Может, так будет виднее? Удивительно. Вот кончик цветоноса, но он растет из нижней пазухи, вон оттуда, видите? Это такое у меня было у нескольких орхидей. Жалко листья, тут ничего не поделаешь. Так она поступила. Посмотрим, что она разовьет. У нее тут пристволовая детка большая. Но она что-то молчит, больше листьев не выдает. Вот эти два листа, и этот, вот детка. Видите? Детка не цветет, ничего. Вот тут непонятно, чей корень. Или деткин, или мамкин. Видите, выглядывает носик. В общем, она тоже решила процвести. Тебе на тебе. И лист растит. В общем, все, я дам, конечно, в следующий полив удобрения. Обязательно. Комплексная, сбалансированная. Нужно поддержать всю эту компанию вкусняшками. Так, ну моя принцесса дорастила край. Вот этот вот. Смотрите, сколько сантиметров, наверное, 15 дорастила. С новыми цветочками. Эти вот пока держит. Но новых цветоносов нет. Но ей не надо. Она у меня еще недавно была в реанимации. Но она так и сидит в этом реанимационном ведре. Так я называю эту посадку. Внизу керамзит, сверху слой мха. Ну, ей понравилось. Она вот здесь вот так в моем самодельном плетеном гамаке очень неплохо себя чувствует. Я на нее прям не возлагала надежд, но это вот ее новый цветонос, смотрите, этого сезона, после реабилитации. У нее там полно корней, сейчас плохо видно, потому что я их намочила прям до самого низа. Хорошо, хорошо, в общем, такая вот молодец. И покажу вам напоследок еще одного моего реанимационного друга. Это мой Эркюль Пуаро, который вдруг ни с того ни с сего, после того, как хорошо цвел и рос, вдруг решил, что как бы как-то надоело ему жить. И я вот ему тоже соорудила вот такое гнездышко с керамзитом и мхом. Ну вот он подумал, посидел, начал листики растить, и вот корешки пошли, видите? Надеюсь, что они не пойдут вот в пространство вверх. Я ему даже подружку положила, рапанчика, чтобы ему не было скучно. На самом деле он просто
мотылялся в горшке, я его таким образом подперла, закрепила. Мне писали, когда я показывала Charming панду цветения азиатскую, мне кто-то написал из зрителей, что это у вас Hercule Poirot. Нет, девочки, посмотрите фотографии. Hercule Poirot, он же Rayang Prince, вот это он совершенно по-другому цветет. Это тоже биглип, но его цветение абсолютно имеет другой вид. Я ставлю здесь фотографию, вы посмотрите. Даже ставлю, знаете, как я сделала? Я ставлю две фотографии, и Charming панды, и Hercule Poirot. И вы это увидите воочию. В общем, у нас здесь реанимация. Нам тьфу-тьфу не надо никаких цветоносов. Мы не потянем. Мы еще плохо себя чувствуем. Видите, как обезвожены листики. Непонятно, что с ним случилось. В общем, он скинул корни. Очень часто бывает, что орхидеи вот так себя ведут. Да и многие растения лаказии так себя ведут. Раз-два скинули корни, что-то не понравилось. Вот здесь он у меня тут сидит. Там подальше от всех. Солнышко на него попадает немножко. И вот он там растит корешки. В общем, вот такие вот наши дела. Всех обнимаю. Всем пока-пока. Так, ну вот еще одна находка. Леди Мармелад отцветает. Надеюсь, еще цветонос она засушит, а может нет. Посмотрю. И вот смотрите, я думала, что это у нее корень. И теперь я не могу понять, что это. Посмотрите. Возможно, детка, возможно, цветонос. Так что какие у вас будут предположения, напишите в комментариях. Это очередная моя находка на сегодня. У леди Мармелад. Она у меня уже требует пересадки. Легла на бок. Прям хочется ее из горшка вытащить и посадить ровненько. Но с другой стороны, может быть, ей тут и не так уж и плохо. Но она в таком, знаете, выглядывает в полете. Жду, пока вот скинет цветочки. И посмотрю. Начнет сушить цветонос, обрежу. Не начнет, обрежу все равно, только до живой почки. Девочки, не знаю, что это такое. Очень непонятно. Может быть, и дитё. В том месте, где она скидывала, видите, листья. В этом месте появилась вот такая вот интересность.